Приветствую, господа и господа, мы в студии, как обычно, Морд, и сори из-за болезни я не выпустил видео на прошлой неделе, совершенно не было на это сил, поэтому давайте наверстаем сейчас. И в этом видео без лишней воды, которую я очень люблю, расскажу, как быстро и наиболее эффективно выполнить метод достижения зимнего покрова, ну не зимнего покрова, Winter's Day. Также поговорим о том, разумеется, как с этого можно поднять немножечко денег, ну и в конце приятный бонус для тех, кто досмотрит это видео. Метод достижения состоит из 8 других ачивок, но обязательными из них является только 7. То есть одним, наименее вами любимым, можно пожертвовать, и вы все равно получите полную награду. Итак, первое достижение в мета-ачивке называется Festival Automation. По сути, это достижение за прохождение сюжетного инстанса, который называется Инфинерариум Тикса. Попасть в него можно из Divinity's Reach. Портал находится прямо в центре праздничной локации, то есть вы его не пропустите. В принципе, инстанс давным-давно можно проходить в соло, но я все равно рекомендую найти людей через менюшку поиска группы, потому что это просто банально сэкономит вам время, и в пати проходить это гораздо удобнее и быстрее. Достижение получите после того, как закончите всю сюжетную часть инстанса и убьете главного противника этого подземелья, то есть голема по имени Токс. Следующее достижение называется Holiday Musical. Для его получения нужно сыграть 1000 нот в активности Bell Choir Ensemble. Находится портал в эту активность вот в этой части праздничной локации. По сути своей очень напоминает ритм игры типа Осу и других. Если вы когда-то во что-либо похожее играли, то проблем у вас никаких не возникнет. В начале ивента нужно будет выбрать платформу, на которой вы будете стоять. Это совершенно ни на что не влияет, просто выбирайте ту, которая вам нравится больше. Дальше нужно будет у снеговика выбрать партию, которую вы хотите сыграть. Это нижняя партия, средняя и верхняя. И вот здесь уже разница есть, то есть у вас будут разные ноты в зависимости от того, какую партию вы выбрали. Единственной загвоздкой поначалу может оказаться то, что ноты нужно нажимать не когда не касается белой линии, а когда они за нее заходят, то есть касаются зеленого поля. Это, пожалуй, главная сложность поначалу, потому что про это ничего не говорится, и новички не понимают, почему они проигрывают, хотя делают все правильно. Если вам нравится подобная активность, можно задержаться здесь подольше и также сделать бесконечное достижение, повторить его несколько раз и получить за это дополнительный achievement point, если вы их преследуете, если они вам нужны. Если не нравится, как только набиваете 1000, можно смело ливать, тем более вы увидите оповещение о получении ачивки и награду за него. Следующее достижение называется Season's Generosity. Это одно из самых простых, на мой взгляд, достижений. Для того, чтобы его получить, нужно задонатить 3 голды в голема, который называется Ho-Ho-Tron, который находится в Divinity Reach, прямо недалеко от портала. Вы подходите к голему, выбираете в меню диалога «Да, я пожертвую 1 голду» и делаете так 3 раза. Все, ачивка у вас в кармане. Выполнять следующий за ним ивент по сопровождению Доляка не нужно, то просто достаточно закинуть денег в аппарат. Единственная сложность может быть в том, что если вы играете в прайм-тайм, условно, то есть вечером, то количество людей, которые делают это достижение одновременно с вами, будет довольно большим, и необходимые средства наберутся очень быстро, и поэтому вы, может быть, не успеете даже второй раз задонатить этому голему, и придется ждать следующий ивент. Если вы зайдете утром или где-то в середине дня, вы совершенно без проблем сделаете это достижение, потому что, повторюсь, в нем нет совершенно ничего сложного. Следующая ачивка называется Leaping Above the Snow. Это достижение на Jumping Puzzle. Jumping Puzzle находится вот в этом портале, в южной части локации. Он состоит из 3 секций. Мы рассмотрим с крайне левой по крайне правой. Крайне левая секция предназначена для тех, кто уже очень опытный в этой активности, потому что здесь нужно действовать максимально быстро, ибо платформы, на которые вы прыгаете, живут буквально там долю секунды, то есть у вас не будет времени даже, чтобы остановиться и посмотреть, куда вам нужно прыгать дальше. Центральная секция рассчитана на тех, кто более-менее разбирается в джампинг-пазлах, но кто не любит спешить, потому что здесь платформа также разрушается, но гораздо медленнее, и в принципе есть несколько секунд на то, чтобы подумать или там перевести дух, размять пальцы и так далее. Ну и последняя платформа, крайне правая, она рассчитана на тех, кто просто хочет на чиле, на расслабоне пройти джампинг, особо не заморачиваясь и не потея. В принципе, пометка к этой платформе так и говорит, для тех, кто предпочитает наслаждаться видами. Новичкам рекомендую именно ее, она хоть и длиннее, но при этом не подгоняет вас искусственно и не ограничивает вашу свободу передвижений. Пройти этот джампинг нужно 5 раз, абсолютно неважно, на какой платформе вы это делаете, хоть меняйте ее после каждого прохождения, главное именно набить количество.
Опять же, если вам нравятся джампинги, вы можете задержаться здесь подольше и сделать повторяющиеся достижения для дополнительных ачивпоинтов. Ну и плюс к тому же, за каждое успешное прохождение в конце вас будут ждать сундуки с наградами, в которых будут подарки и прочие приятные бонусы. Зачем они нужны, поговорим чуть-чуть позже. Следующие две ачивки — это Frozen Food Race и Snow Drifter. Они связаны между собой, потому что обе выполняются на трассе для гонок, которая проходит в Divinity's Reach. Попасть на трассу можно, опять же, в северной части локации. Здесь есть иконка Time Challenge и иконка аренды Раптора. Делать можно достижения как во время ивента гоночного, так и внутри, собственно, тайм-триальника. Для того, чтобы получить первое достижение, вам нужно завершить гонку пешком, без использования маунта. Это очень важно, потому что как только вы садитесь на маунт, достижение сразу же сбрасывается. И нужно пройти всю трассу меньше, чем за 5 минут. Это сделать не очень сложно, но все-таки рекомендуется брать персонажей, у которых есть какие-то скиллы, повышающие мобильность. Блинки, телепорты, ускорение, дэши вперед и так далее. Можно использовать тоник Чои, который позволяет кататься. В общем, любые средства, которые ускоряют вашего персонажа и двигают его вперед, но без использования маунтов. Если вам удастся сделать это меньше, чем за 5 минут, вы получите достижение. Следующая ачивка, которая Snowdrifter, требует того же самого, но нужно завершить круг гоночной трассы меньше, чем за 3 минуты. Понятное дело, что пешком уже сделать это вряд ли получится, поэтому тут вам придется воспользоваться маунтом. Времени на прохождение достаточно, и даже несмотря на то, что трасса довольно-таки путанная и любит петлять по городу, в принципе, выполнить достижение довольно легко. И последнее достижение, последние два достижения, они тоже парные. Первое — это Age of Toypocalypse, и второе — Some Disassembly Required. Это два моих самых нелюбимых достижения, потому что первое требует 3 раза минимум поучаствовать в активности Toypocalypse. Мне, по сути, оно не очень нравится, потому что нельзя паверкрипом просто пронести этот ивент, ибо у вас заблокированы способности персонажа, вам придется пользоваться игрушечным оружием, которое лежит внутри самого ивента. Однако проходится все довольно легко, и в группе из 5 человек у вас, скорее всего, не возникнет каких-либо проблем, потому что люди распределятся по локации и будут быстро зачищать волны врагов. И единственная сложность то, что активность закрыта за таймгейтом, то есть противники не появятся быстрее, даже если вы их быстро будете убивать. И вторая ачивка требует от вас сломать 500 игрушек, которые плохо себя ведут. Это можно сделать двумя путями. Либо фармить Toypocalypse, либо можно в открытом мире искать ивенты с теми самыми игрушками и там их уничтожать. Теперь пару слов о том, как можно с этого заработать. За практически все активности вы будете получать новогодние подарки, ну или рождественские, в зависимости от того, в какой стране вы живете. Эти подарки можно открывать самому, если вы хотите получить оттуда инфузию или ценные предметы для других достижений. Либо их можно просто продавать на аукционе. Последний раз, когда я сверялся с ценами, стоимость одного подарка составляла что-то около 4 серебра, что довольно неплохо. И последний бонус, о котором я говорю, это возможность поучаствовать в розыгрыше легендарок, инфузий и прочих приятных штук, которые проходят на сайте Guild Wars 2 Efficiency. Это абсолютно бесплатная активность, ссылку на сайт я оставлю в описании, если вдруг вы про него забыли или не знали, сейчас самое время ворваться, и еще достаточно времени для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше самых вкусных призов. Но единственное, по-моему, нужно будет привязать свой аккаунт Guild Wars для того, чтобы участвовать в розыгрыше, но я не думаю, что это большая проблема для людей, которые играют. И как можете видеть на моем скрине, здесь разыгрываются действительно приятные штуки. Это одни из самых ценных легендарок, это самые ценные инфузии, которые есть сейчас на рынке, но также приятные штуки для крафта и собирательства. Поэтому дерзайте. Я желаю вам всем большой удачи в розыгрыше. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца, кто не досмотрел, тоже спасибо, хоть вы об этом и не узнаете. Пишите, пожалуйста, в комментариях, интересен ли в принципе формат разбора ачивок на 100% выполнения. Если да, то я сделаю по разным активностям, по ивентам, по сюжеткам и прочим. У меня есть довольно много задумок о том, как это можно реализовать. Ну а с вами был Морд. Всех обнял, приподнял. Муа.